Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы вместе с Оксаной, а ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке, решили сделать челлендж такой. Один день пораскрашивать мандалы. Я раньше очень много мандалы раскрашивала, мне нравилось, да в общем-то до сих пор нравится, но также я полюбила раскрашивать всякие сюжетные иллюстрации, конечно, больше карандашами, поэтому мандалы хоть и раскрашиваю, но не так часто, как раньше. Ну и вот мы как-то подумали и решили, что нужно что-то такое провести. К тому же челленджи мы тоже стали делать реже, но просто я считаю, что мне как-то, да и, я не знаю, вроде как стало... Одно время это было и смотреть вроде как интересно, и снимать, ну а потом это стало всего настолько много, что, не знаю, как-то отошли от этого, но сейчас решили вот поснимать такое видео. В принципе, у нас нет особо никакой там привязки, но просто снимать будем одним днем, а количеству иллюстраций особой привязки нет, ну, 1, 3, не знаю, да хоть 10. В любых раскрасках. Я вот взяла медитативную сотворель. Я здесь уже выбрала одну себе иллюстрацию, а там посмотрим. Может быть, возьму что-то еще, а может быть, вообще на одной остановлюсь. Пока не знаю. В общем, если вам интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Процесс я, немножко буду показывать, но не так, как в формате влога. Я взяла вот этот пенал, в котором у меня лежат мои новые фломастеры из Fix Price с Corgi. Я уже подобрала 4 оттенка, вот и, собственно говоря, буду ими раскрашивать. Ну и, в общем-то, давайте приступим. Мне нравится раскрашивать ограниченной палитрой. Так, ну, ладно, возьму вот этот темный, которым я серединку раскрашивала. Очень хорошая раскраска. Я вообще раньше думала, что прям быстро ее закончу, даже было как-то жалко. Ну, если бы я по-прежнему каждый месяц в ней что-то раскрашивала, думаю, что уже бы ее, наверное, закончила, или она бы близилась к завершению, но пусть будет. Иногда вот так вот хорошо подсядешь на какую-то раскраску, красишь ее, потом она просто стоит на полке, и потом к ней возвращаешься. Мне это нравится, потому что и какие-то воспоминания возвращаются, и эмоции, и вообще. Раскрашивание мандал — это, конечно, вообще очень такой реально умиротворяющий процесс, успокаивающий. Ну и в целом неплохо, отойдя от челленджей, к ним вернуться. Не знаю, как разовая акция или, может быть, челленджи снова войдут в нашу жизнь. Но дело в том, что, в принципе, я даже вижу, как и Оксана, особо-то и не нуждаемся, знаете, в какой-то мотивации. Вот сколько мы уже в основном снимали просто совместники такие тематические, это, в общем-то, и остается с нами, и будет оставаться. У нас есть совместники к праздникам, ко всяким датам,
И зима близко, это вот мы уже второй год подряд проводим. Ну вот, может быть, и челленджи как-то периодически вернуться. Но при любом раскладе мы как-то и так, я смотрю, особо в мотивашках не нуждаемся. Видео у нас все равно на канале постоянно выходит, много. Даже и без челленджей. Но вот для разнообразия даже как-то прикольно посидеть так, пораскрашивать. Я пораскрашиваю за кадром, потом к вам вернусь. Ну, для вас это будет буквально секунда. Уже раскрасила мандалу в сотворили, в конце видео покажу. И сейчас взяла раскраску волшебные медитации и мандалы. Ну и я для себя выбрала вот эту вот на страничке 13 иллюстрацию. О, мужские мандалы. Ну, я, к слову сказать, я вообще не смотрю, что они значат. Мне, в принципе, все равно. Я как бы вот выбирала, чтобы мне такое еще пораскрашивать. И мне хотелось уже не фломастерами. Но я, правда, думала градиенты поделать. Мне что-то, ну, знаете, передумала. Не захотелось. И я поняла, что я хочу пораскрашивать вот этими акварельными карандашами. Виста Артиста. Ну и вот, собственно говоря. Хотя, вы знаете, я сейчас еще возьму одни карандаши. Взяла я вот такие вот карандаши Сонет акварельные. Ну, просто я уже неоднократно говорила, что когда-то Виста Артиста, Сонет и Монделуза я брала, по сути, почти одновременно на пробу, и чтобы составить свое какое-то мнение. И поскольку мне Монделузы больше всего понравились, я и приобрела потом 72 цвета. Ну, а потом как-то распробовала вот эти карандаши. У них свои такие какие-то фишки есть, особенности грани неповторимые, которые нет, ну, по крайней мере, ни у Монделузов, ни у Лиры Оселис, ни у Лиры Рембрандт, ни у Фабер-Кастель. У них есть свои особенности очень классные, за что я их тоже полюбила. И, в принципе, ну, мне 12, я всегда говорю, за глаза хватает, но в целом в наборе, по-моему, 48 цветов, там есть необычные оттенки. И даже я впоследствии, возможно, их и приобрету. Но абсолютно точно повторю 12, уж точно. Ну, а там посмотрим. Ну, так вот, а Сонет, ну, попробовала и попробовала, так они и лежат. Я, кстати, всегда говорила еще, что Сонет мне хотя бы нравится внешне и на ощупь, а Виста Артиста как бы мне не очень нравится на ощупь, но и по внешности. Но это, согласитесь, не самое важное в карандашах. Ну так вот, эти у меня лежат и лежат. То, что здесь 6 цветов, меня не напрягает. Здесь основные цвета, ими можно обойтись. Вот. Но как-то вот просто лежат. И, короче, я их хочу сегодня задействовать. Может быть, буду и теми, и другими пользоваться, а может, вообще обойдусь только этими. Смысл будет в том, что я буду размывать. Я по контуру буду наносить черный карандаш, а по центру какие-то другие оттенки. И опять же, это может быть 1-2 цвета, а может быть все 6 штук я задействую. Ну, посмотрим. В общем, я показала, что иллюстрация чистая, ну и раскрашивать буду уже спокойненько за кадром.
Ну что ж, прошло, в принципе, челлендж у нас на целый день, но прошло буквально не более 2 часов. Я раскрасила 2 мандалы и, по сути дела, сейчас буду уже заниматься другими делами и буду считать, что челлендж закончен. Ну, я, в принципе, так для себя определила, что я раскрашу 2-3 мандалы и все. Вот. Что могу сказать по поводу карандашей Сонет? Вот, ну, в целом, 6 цветов мне вполне хватало. Я их в основном, ну, как бы что-то смешала, что-то в чистом виде. Знаете, все-таки да, наверное, вот именно эти карандаши я бы покупать не стала. Конечно, как-то их плохо назвать, у меня язык не повернется, потому что это, ну, отсыл в детство, судя по оттенкам, знаете, такие. Нет, у меня были, я повторюсь, у меня были хорошие всегда карандаши. Родители мне всегда покупали только хорошую канцелярию, карандаши, фломастеры, краски. Но, тем не менее, ж было всякое, и не только родители дарили. И, короче, ну и я могла попросить что-то в магазине, да. Хотя я никогда не закатывала истерик, скандалов в магазине, не требовала, но тем не менее. Понятно, иногда что-то просила и мне покупали, и это не всегда могло, да, оказаться очередная пачка карандашей хорошей. В общем, что я хочу сказать, просто, знаете, такие здесь есть, например, вот зеленый цвет, он прям вот чисто какой-то такой из детства, ну, непривычный для современных карандашей, мне кажется, вот, но вообще он интересный, может быть, даже его я где-то буду использовать, потому что, ну, он реально интересный, но мне не нравится, как они размываются, как они наносятся, не знаю. Короче говоря, вот с этими я в очередной раз поняла, что, наверное, не могу подружиться, поэтому вот. Я здесь по контуру черный карандаш нанесла, и вот где-то, вот здесь вот там, по-моему, желтый, коричневый был, где-то в чистом виде наносила, ну и потом размыла. Черные линии я не сильно размывала, так, чтобы они немножко активировались и чуть-чуть расползлись. Ну, как-то так получилось. С обратной стороны лист вот так выглядит. Ну, просто потестировала карандаши и раскрасила мандалу с крупными элементами. Я такие не очень-то люблю. Вот. А первая мандала в медитативной сотворили у меня вот такая вот. Использованы, как вы видели, 4 фломастера из Fix Price Scorgi и из Fix Price Outliner. Вот. Вот здесь вот, где были черные линии, я добавила аутлайнер. Как-то так. В общем, отдыхалочка. Вот с обратной стороны все вот так вот выглядит. А это... А это я, когда, получается, в Питер ехала. Раскрашивала, я тут подписала. Это я в «Ласточке» ехала, видимо, в Питер. И вот время, когда я раскрашивала, ну и как раз там поезд уже прибывал. А это, видимо, в другой день. В электричке раскрашивала. Ну, как-то так, в общем. Вот. Да, иногда вот, когда я езжу в Питер, я здесь записываю, где именно я красила. В общем, ссылка на канал Оксаны будет под видео, в конечной заставке. Проходите, смотрите, что же Оксана раскрасила. Я тоже с удовольствием посмотрю. А это видео буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм.
3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок и качественной канцелярии. До скорой встречи, всем пока-пока.